Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь». Пробежалась я по парочке видосов пиратов. Если честно, я просто в шоке. Знаете, ну такого днища нигде не найдешь, как у пиратов. Чтобы в Пасху переться на кладбище, ну это кем надо быть? И чтобы в Пасху даже не знать, что ответить на «Христос воскрес» и отвечать «Привет, привет». И когда тебе говорят «Воистину воскрес», ты повторяешь как попугай «Воистину воскрес», это вообще что-то. Ну, в принципе, у пиратки что там у нее может быть в голове? Я не знаю. Уж не хочется, да, уподобляться до всяких там оскорблений, но это просто невозможно. Это невозможно смотреть. Значит, прутся они на кладбище, плюс в гости к Наташе. Думаю, когда же это случится? Когда же это случится? Да еще и с подарочками. А что за подарочки? Какие-то там конфетки, которые пролежали из Таиланда, видать, у пиратки, и никто не ест. Она таки заявила, что это, говорит, у нас никто не ест. Отдай, говорит, это, значит, Ивану. Ему пойдет. Слушайте, уже хоть бы не позорилась, а видели выражение лица Наташи, когда та сунула ей с пробниками косметичку. Наташа так прямо аж в недоумении каком-то находилась. Думает, ну вообще, нафига ты мне все это приперла? И, по-моему, они и не ждали их. По-моему, это было как-то спонтанно, наверное, поехать. Они, я не знаю, собирались, не собирались, но там их точно никто не ждал. Ну, единственное, папа есть папа Вовки. Он сына ждет в любой день, хоть днем, хоть ночью, это сын. Сын есть сын. Хотя папа там такое себе тоже. Ну, такое же самое себе и сестра. Но сестре пришлось вытерпеть пиратку. Видно, там контры были. Видно, там они поругались, я думаю, что поскандалили, поэтому они так долго там не были. Может быть, это как раз-таки и касалось съемок или еще чего-то. Короче, не знаю. Но я хочу сказать, что, ну, как-то сами же соглашались на съемки, на этот позор, опозорились с ног до головы у пиратки на канале. Та только бабки гребла, а эти позорились. Сами пошли на это, никто силой не заставлял. Никто их силой сниматься не заставлял. Пили, бухали и позорились. Ради Василька. Да, ну а ради чего же еще? Ради Василька. Короче, ну что, да, не нос этими яйцами тряслась. Открыла яйцо, достала, поковыляла в ванную прям. Натаха даже ушла. Ушла под видом, видимо, там что-то, макияж поправить. Или понимая, что она, ну, как бы не накрашена, может, где-то, может быть, да, что-то поправить, видя, что это приперлось и уже этой камерой в нос тычет. И Нинка пошла, понесла яйцо прямо в ванную. На что Наташа сказала, как в благодарность, воистину воскресен, а так как попугай повторила воистину воскресен. Это вообще, это что-то с чем-то. Дальше к столу, что-то у нас тут, к столу, что-то чуток достала. Ой, тут моя запеканка, запеканка. Ты только и думаешь, пиратка, чтобы пожрать на халяву. Запеканка. Тебя вообще здесь не принимали. Обошлась бы и без запеканки. А чай и кулич. И перлась бы на кладбище, раз ты уж решила, что на кладбище надо ездить в Пасху. Хотя, вы знаете, если так подумать, да, Пасха для живых. А для мертвых существует другой день. Но я хочу сказать, что, по-моему, пиратка, она внутри мертвая насквозь. Да, насквозь, потому что ничего в ней живого, светлого, доброго нет. Поэтому мы что видим, то и видим. Она то ночью прется на кладбище и в темноте лазит там и снимает. Это вообще что-то с чем-то, да? То в Пасху прется. Чему тут удивляться, ребят? Чему тут удивляться? Я уже ничему не удивляюсь, потому что, мне кажется, там с этим похудением, которое, ну, скажем так, на процентов всего лишь 5 и есть,
у нее там и с мозгами проблемы конкретные. Ну вот серьезно, что у одного, что у второго. На Вовку смотришь, так тот вообще какой-то стал, как пес зашуганный, которого хозяин зашугал до такой степени, что он боится шелохнуться. Дальше Нино спросила у папы, или были они на кладбище. Они сказали, что нет. Ну и хорошо, говорит Нинка. Вместе, говорит, съездим. Видно, очень было видно, что Натаха, недовольная была. Потому что что-то Нино там спросила за Ивана. Она говорит, и есть работа, значит, есть работа. Выходной, значит, выходной. То есть Иван умотал на работу. А может, он и не на работе, кто его знает. Только непонятно, контры там у них какие были. И почему так долго не было встреч? И, кстати, прикиньте, Наташа даже не спросила, как ты себя чувствуешь, как твоя нога, как операция прошла, как ты тут поднялась, да как вообще. А она про здоровье даже ни слова не сказала. Пофигу, пофигу на пиратку всем. Ну, а Наташе тем более. Ну, а я говорила, чем раньше думали? Нафига вообще позволяют эти съемки? Ну, хотите вы в гости приехать, значит, оставьте дома камеру. Но дело в том, что я думаю, что там принцип один – в гости только с камерой. И ради Вована, наверное, терпят. Хотя, какой ради Вована? Послала бы к ядрине фени ее. Ну нет, дальше, что ли, присмыкаться будет? Дальше Нино сама решила про свою ногу рассказать, да еще и показать. А до этого никого не интересовала она. Абсолютно никому не интересно было. Кстати, слетели фильтры, когда Нино показывала свою ногу. Видели, какая она квадратная? Вот вам и искусственный интеллект. Я говорила, что там 5% похудения, потому что ежели бы она реально, да, прям иссохла так, какую она нам себя показывает, то Натаха бы давно уже это все оценила. Но ни слова, потому что вот он результат. Она села боком показывать свою ногу, и вот она во всей красе, какая есть, все 120 килограмм. И уселись, как сундуки, слушайте, и сидят уже за столом. Вован вывалил свое голое пузо, да, глядя на папу. Жарко им, жарко. И еще бы, еще бы. На кладбище поехали все, представляете? И эти тоже решили в Пасху переться на кладбище, вместо того, чтобы съездить в другой день, а не ехать и еще и позориться на камеру. Слушайте, как на дискотеку приехали. Музон орет. На кладбище тишина. Я не знаю, я еще таких дуриков не видела нигде. Ну, в принципе, еще одну видела, которая в сугробах рылась на кладбище. Это Уралкина подруга. Ну, а эти уже побили просто все рекорды. Уже они и ночью на кладбище были, и в Пасху, да, и с музоном. Я говорю, еще бы шашлычков, как раз бы было бы замечательно. Ну и трындец. Съемки, как всегда, на кладбище. Показывает эти могилы, памятники. Это Наташа там возится с этими цветами. Я не знаю, таких идиотов еще поискать нужно, которые хайпуют на кладбище. Нафига? Нафига она позволяла все это, я не знаю. Столько времени они не ходили туда и не позорились. Ну, а здесь продалась за пробники. Кошмар. Видать, Нинона говорила, что с подарками едет. Это уже и расплылась. Ну, чего здесь ожидать? Чего ожидать? По-моему, все эти доскинцы точно такие же, как и сама пиратка. Скажем так, ку-ку! Идет по кладбищу, снимает все подряд. Ужас. Чужие могилы, чужие памятники. И вместо оград у нее еще, оказывается, заборы. Я говорю, напрочь кукуха уехала, как говорят правильно в комментариях. Фляга свистит. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.